Всем привет! Меня зовут Ена, вы на канале Нора Иллюстратора, и сегодня у нас особенный ролик, для меня особенный. У меня закончился мой первый travel sketchbook спустя год и 9 месяцев. И сначала я думала, что я просто быстренько пробегусь, покажу его вам, контента на 5 минут. И только в процессе листания я увидела, сколько я использовала разных материалов, техник, как изменился подход к ведению этого скетчбука, и я была в шоке, правда. И мне пришлось даже сделать пересъемку, чтобы показать вам, какие материалы и даже цвета я использовала, и рассказать все это подробнее, потому что это правда очень классно. Я покажу вам все, чем я рисовала, все развороты и красивые, и неудачные. Немножечко такой, не знаю, философии ведения travel скетчбука, зачем вообще это нужно, почему я считаю, что это очень клевая практика, и я всем ее советую. Так что смотрите во все глаза. Спустя год и 9 месяцев мой travel скетчбук подошел к концу. Первые скетчи датированы октябрем 2022 года, и начало было положено в Швеции. Последние же сделаны в июле 2024 в Италии. Начинала я рисовать масляными мелками, потому что ими отлично работать зимой. Они укрывистые, жирные, и мельчить ими просто не получится. Вот этот скетч домика Стокгольма очарователен ритмом зданий, рыхлой текстурой и контрастом грубых и обобщенных форм самих домиков и мелких окошек, прорисованных ровной линией золотой ручки. Как золотой, ручки с блестками. Рисовал я этот скетч стоя на мосту, я помню, как замерзали пальцы, обдувал ветер. Все-таки зима, Стокгольм, холодно, и считаю, что для 15-минутного скетча это очень даже хорошо, более чем достаточно. Далее этот странный скетч я начала в Тракае в Литве. Я начала рисовать заснеженный замок, что расположен посреди озера, но холод стоял собачий, и это все, что я успела. Вот так выглядит замок, но эти фото сделаны в другую, более приятную погоду. Тогда светило солнце, искрился лед, озеро замерзло настолько, что можно бегать и кататься на санках, и видно этот красный кирпичный замок, который так и остался лишь призраком на страницах моего скетчбука. Зато я запомнила этот момент именно благодаря несовершенству рисунка. Ведь цель этого скетчбука не только улучшение навыков рисования, но и сохранение воспоминаний из поездок. Фотография — это всего лишь один щелк камерой, а вот рисунок вы будете делать несколько минут, десятков минут. И таким образом я, например, помню, в какой момент мне было жарко или мне было холодно. Я помню свое эмоциональное состояние, даже как была одета в большинстве случаев. Этого всего я бы не запомнила, если бы не останавливалась, чтобы порисовать. Детали, текстуры, все эти вещи остаются в памяти. Движемся дальше. В похожем стиле нарисованы здания Словакии и Польши, тоже зимний период, точнее даже... Да, точно, мы праздновали с друзьями Новый год на горнолыжном курорте. И, как вы понимаете, желания рисовать с натуры в такую погоду мало. Поэтому и зарисовок тоже мало. Зато далее идет Стамбул. И несмотря на январь месяц, там было теплее. Поэтому рисовать Айю Софию с натуры было гораздо комфортнее. Пока я рисовала, на соседнюю скамейку подсел мужик, чем меня немного нервировал. И когда я закончила, попросила сфотать мой рисунок. Далее идет Чаечка. А значит, я прихожу к мысли, что город – это не только архитектура, но и мелочи, связанные с ним. Например, Стамбул и Чаечки неделимы. Следующий скетч – это вид из окна моей спальни в Стамбуле. Очень красивый вид на рассвете и закате, прям краски там отвал башки. И сама квартира очень душевная. Зарисовка, можно сказать, из дома. Это улица Бернардинов в Вильнюсе. Я называю ее улицей сквозняков, потому что зимой по ней просто невозможно ходить. Там будто филиал Сибири. Но именно на этой улице стена с чайничками и выход на главную туристическую улицу старого города. С брусчаткой, ресторанчиками, все как положено. И закат там красивый. Так, скетч кораблика из музея – это какая-то случайность, не помню, почему я его нарисовала. А дальше переулок Йономеко. И в тот период там висели лодки, а сейчас медузы. Медузы, кстати, огонь, мне больше нравятся. Я тогда сидела с Машей, ей было как-то грустно, и она ничего не рисовала, только лимонад пила. Так бывает, не всегда есть настроение скетчить, даже когда взял все с собой.
Внезапная перемена. На одной из Машиных встреч я опробовала акварельные мелки и офигела от оттенков. Какие же они яркие и сочные. Ими можно пользоваться как акварелью, размачивая. Ну и штрихи делать тоже. Я заказала сразу кучу цветов и стала возить их с собой вместе с брашпеном. На самом деле я вас немножечко обманываю. Теми мелками я начала рисовать еще вот в этом скетчбуке. Это было в мою поездку в июле 2022 года, и тогда впервые они были вот здесь использованы. Я же постоянно экспериментирую с материалами, с форматом, и мне оказалось, что будет очень здорово рисовать какие-то длинные панорамы в этом скетчбуке, но в итоге этот формат не прижился. Во-первых, казалось, что вот такой длины мне достаточно, а ее обеспечивает разворот того квадратного скетчбука, вот если поделить. А вот так рисовать оказалось, как-то слишком для меня, не очень удобно рукам. И плюс он в 2 раза больше, а значит тяжелее, а значит его уже не так удобно и приятно брать в поездки. Его не положить ни в карман, ни в маленькую сумочку, и в обычном рюкзаке он тоже много места занимает, так что он пока немножечко заброшен, и в нем я, наверное, буду рисовать, где-то в пределах страны, например. А для путешествий вот оказалось, что это классный формат. Еще у меня есть похожего формата, такой чуть-чуть побольше, и в нем бумага такая, смотрите, более рыхлая, она офигенно подходит для акварели. Но опять же, акварелью мне проще рисовать спокойно дома. Вот это маркерами, например, нарисовано буквально пару недель назад. В принципе, получилось неплохо. Но, наверное, это довольно специфичная бумага, и я ее все-таки оставлю для акварели. Так вот, яркими мелками я нарисовала один единственный скетч в Риме, причем какой-то базовой дачи. Не Колизей, не Триумфальная арка, а хз вообще что это? Но в свое оправдание скажу, что это была коротенькая поездка на выходные буквально. Я просто бегала, глазела и фотала. Времени затормозить просто не было. На самом деле я зря тащила с собой набор для рисования. Далее снова дом и Вильнюс. Скетч-встреча. Тогда я отнеслась к этому скетчу сурово. Вроде бы меня не устраивала его бледность в сравнении с натурой. А сейчас мне кажется, что он довольно неплох. А следующий это тоже Литва, но уже другой город, Клайпеда. Мы справляли мой день рождения у Балтийского моря и, возвращаясь домой, заехали в Клайпеду пообедать. Пока ждала еду, порисовала чуть-чуть. Есть и день рожденный скетч моря, но он в длинном скетчбуке. Я думаю, странно, летом же хорошая погода, а скетчей почти нет. Отчасти потому, что в тот период я была поглощена курсом A по созданию своего пикчербука. Отзыв, кстати, у меня есть на канале. А во-вторых, тогда я провалилась в такой депрессивный эпизод, и у меня не получалось творить ничего. Я сомневалась в своих силах, в своем стиле, мне ничего не нравилось, и поэтому я не могла начать, потому что зачем начинать, когда ты делаешь какое-то говно. В общем, сейчас мне гораздо лучше. Так вот, курс A меня все-таки немножечко расшевелил, и на его окончание мы с мужем вдвоем поехали в Хорватию. Конец сентября, жара и можно купаться в море. Палитра скетчей, теплая зелень и розово-рыжие крыши. Смотрю на нее, да, это именно то настроение, его получилось поймать. Я почти чувствую запах Адриатического моря, плавящейся на солнце сосновой смолы. С улыбкой вспоминаю, что скетчи – это такой хитрый повод подольше посидеть в тенечке. Тогда у меня в наборе появились новые гости – спиртовые маркеры. Всего 3 штуки – бледно-телесный, яркий зеленый и голубой. Телесный отлично подошел как нейтральная подложка для карандашных скетчей архитектурных деталей, а до другого города, Трагира, мы добирались на пароме. Там-то я и купила несколько ярких акриловых маркеров Posca, и тут без комментариев. О, снова Вильнюс, снова скетч-встреча. На этот раз на улице Литерату, и мне понравилось, как я применила знания, полученные на курсе книжки-картинки, к моему скетчбуку. Этот разворот похож на книжный. С одной стороны полостная иллюстрация, улица общим планом, а с другой виньетки, арт-объекты, располагающиеся на стене. Их очень много, гораздо больше, чем я нарисовала. Вся эта стена – местная достопримечательность и, по сути, галерея под открытым небом. А этот скетч хоть и зимний, но, как видите, клочки зеленого газона выжили.
Далее идет Чехия, и я снова открыла для себя нечто новое. Перед поездкой я увидела ТикТок с девушкой из Южной Кореи, которая собирала в свой блокнотик штампики. И я такая: штампики! Это так круто! И когда я прилетела в Прагу, доехала на метро до центра, пошла обедать первым делом, я захожу в ресторан и вижу у них на кассе штампики. Это супер удача. Не у каждого города есть свой штамп, а тут просто ресторанчик. На этот разворот попали всякие няшки, вроде полароидного фото, вырезки — это из сахарных пакетиков. Да, тупая идея. Мы с подругой встречались в кафе с ее одноклассницей, и в качестве памяти я вклеила эти кусочки и нарисовала вид из окна. Далее идет пражская архитектура, билетик из музея Альфонса Мухи, парк. И пока я рисовала этот вид, мой рюкзак упал носом в лужу. Прям такую смачную, с окурками, все как надо. Черный скетч «Крыш собор Святого Вита». Довольно экспрессивный и быстрый скетч, но по-своему любопытно выглядит. Если в случае с Хорватией зарисовки это повод посидеть в тени, чтобы не спечься на солнышке, то в Праге я часто приземлялась порисовать из-за неудобных ботинок. После 5 километров ноги ужасно болели. А когда мы с подругой поехали в Карловы Вары в санаторий, то там я нарисовала этот унылый пейзаж. Он унылый не потому, что я считаю его плохим, а потому что февраль в Чехии – это не шибко яркое зрелище. Самый любимый разворот из поездки – вот этот, с крышами Карловых Вар и питьевым фонтаном. Не помню, это дракон или змейки. Мы каждое утро ходили к источникам пить эту воду с запахом тухлых яиц, но желудку от нее, правда, стало лучше. А еще тут штампик отеля. Далее кусочек башни Гёте, в которой мы перлись очень долго и упорно, а она оказалась закрыта. Да. Чехия была в феврале, а в июне поездка в Берген. Вы могли видеть все эти развороты в шортс, поэтому я так быстренько пробегусь по ним. Для поездки я специально купила несколько спиртовых маркеров, и в итоге осталась очень довольна скетчами. Оттенки идеально подошли местным пейзажам. Я поставила штампик Бергена в турист-центре и купила 2 почтовые марки. Одну нормальную с морем, а вторую дурацкую с поросяткой. Эти скетчи фьорда сделаны из окна катера. Я вспомнила, как обожаю рисовать природу, пейзажи гораздо больше, чем архитектуру, и искренне кайфовала. Тут же вход в средневековую кирку и руны, вышитые нитками. Подробнее рассказывала, почему в шортс. А далее кусочки музейного буклета и деревянная скульптура знатной дамы из той же кирки. К этому моменту я поняла, как должен выглядеть идеальный скетчбук путешественника. И во время июльской поездки в Доломиты я уже сделала все как полагается. Добро пожаловать в Северную Италию! Это вид из окна нашего дома, улочка неподалеку. А эти странные шакотисы на ножках – арт-объект музея под открытым небом Артсела. Так как я экономила место, то скетчи здесь не по порядку и даты перемешаны, но это совсем не страшно. Вклеила марки, которые мне подарил владелец винтажного магазинчика. Эта поездка в целом посвящена хайку по горам, и самый запоминающийся подъем был вот этот. Видите, вон ту фигурку с желтым рюкзаком. Это я. И мой путь лежит вверх за облака. За 2,5 часа я поднялась на высоту 600 метров, это как 200 этажей. Было тяжко, но я очень собой довольна. Ландшафт менялся от травянистых холмов с любопытными сурками до крутых насыпей белых безжизненных камней. А после перевала, там где нависает туман, мне открылась суровая панорама со снегом и ледниками. Наверху я сделала 2 скетча и поставила штампик Refugio. И теперь это мой любимый разворот. О, и птичка тоже не просто так. На привале она у нас еду выпрашивала. Я, правда, не знаю, что это за вид. Она такая черная и с ярким клювом лимонного цвета. Далее скетчи с озера Караци, затем абсолютно стрёмный скетч из спа-центра, где мы разминали усталые после гор мышцы. Проблема в том, что я стесняюсь фотографировать и рисовать незнакомцев, при том, что я часто вижу каких-то интересных, красивых людей, прикольно одетых, мне хочется как-то зафиксировать этот образ для себя, но я, правда, очень стесняюсь, отчасти потому, что я сама была бы как-то в шоке, в ужасе, в ярости, если бы я увидела, что кто-то фотографирует меня. Даже если подойти и попросить, можно вас сфотать, ну, типа, условно так же художник подойдет и попросит, типа, мне, не знаю, там, нравится ваш комбинезончик, можно я вас сфотаю?
Нет, нет, нельзя. Извините. Отчасти поэтому я как-то это, видимо, проецирую и очень стесняюсь рисовать. Поэтому этот стрёмный скетч мне пришлось рисовать так, что я вот на нее глаз подниму и дальше что-то от себя рисую. Просто она так классная, вот эта девушка лежала как бы на такой качельке, вот она загорелая, в черном купальнике, она как-то так прикольно подняла ноги, сидела в телефоне, и вся эта поза была такая прикольная, естественная. Мне очень хотелось это зафиксировать, и в то же время, человек в комнате отдыха, в купальнике, как бы раздетый. Наверное, не прикольно, если вот я буду сидеть прям и пялиться на нее и срисовывать. А еще ж потом показывать придется. Это все ужасно неловко, и получилось, что получилось. На финальной странице горы, покрытые ледниками. Нарисовано с натуры. Сидя на холодных камнях, вдали темное небо, со всех сторон обдувает ветер так, что пальцы отказывают. Но вот он, конец моего маршрута и конец этого скетчбука. В эту поездку у меня было достаточно времени и желания рисовать. Музеи, замки, природа, города. Даже горы выглядят по-разному в зависимости от высоты. Но вот беда. Скетчбук закончился слишком быстро. Стесненные обстоятельства толкают к креативным решениям, и я придумала, например, вот эту штучку с замковой стеной города Трента. Я вырвала лист из начала скетчбука, где я еще позволяла себе некоторые пропуски, и сделала такую открывашку. Это суперская идея и большое поле экспериментов. Возможно, я смогу внедрить сюда различные вырубки, поп-ап-конструкции. Можно даже вклеить вот такие конвертики из тонюсенькой пергаментной бумаги и хранить внутри что-то памятное. А еще если научусь писать красиво, можно будет делать всякие красивые заметочки и приписки. Ну и люди. Надо перестать стесняться рисовать людей, потому что сквозь облик людей, сквозь одежду тоже транслируется дух места. И в каждой стране люди немножечко разные, конечно же. Но работа со скетчбуком не заканчивается в поездке. Я же не беру с собой ножницы, клей, скотч, поэтому кое-какие детали я добавила уже по приезду домой. Это как вернувшись, ты должен еще разобрать сумку с вещами, но у меня дополнительный пункт – привести скетчбук в порядок. Так я клеила марки, эмблему музея, подрисовала орнамент, чтобы разворот не выглядел пустым. Теперь вот так вот открываешь фасад, словно дверку, а за ним ништячки. И финальный штрих – склеить страницы с помощью кусочков двустороннего скотча. Так будет проще листать именно красивые части, ну а если нужно будет по какой-то причине отделить скетч, то крошечный надрез снова разделит листы. Поэтому я не стала ровненько заливать все клеем. Сейчас вы видите все материалы, которыми я рисовала. Много, да. Но я не возила их одновременно, а тестировала, выбирала удобное, и теперь могу сказать свое мнение. Масляные мелки круты зимой, но летом они слишком легко плавятся, да и отпечатываются. Для них нужно делать прокладки из пергамента между страничками. Мелки от карандаш яркие, но недостаточно укрывистые для меня. Трудно рисовать ими быстро. Зато если есть время, можно повозиться с заливками. Спиртовые маркеры топ. Укрывистые, наслаиваются, смешиваются. Главное листочек подкладывать, чтобы не промокала следующая страничка. Но главное – это контраст материалов. Почти всегда вы увидите, что я внедряла ручки, цветные, простые карандаши. Так рисунок получается живее. И, конечно же, эксперименты никогда не заканчиваются. Оказывается, можно даже вышивать в скетчбуке. Как-нибудь попробую сделать прям побольше вышивку, что ли. Теперь я думаю, каким же должен быть следующий travel sketchbook. Мне точно нравится размер этих листов, мне нравится вот эта резиночка стягивающая, мне нравится лиссе, это вообще все прекрасно. Но вот какая идея. Может быть, попробовать сделать скетчбук самой? Например, сшить его из листочков небольших, возможно, даже разной площади. Или не один большой, а, например, несколько маленьких книжечек, и, например, будет там одна книжечка по Италии, еще книжечка по Норвегии, и тогда вот после каждого путешествия будет какая-то такая,
маленькая у меня, не знаю, цельная история в одной книжке. Не знаю, может быть, тупая идея. Надо подумать. С одной стороны, не ломать то, что работает, а это, наконец-то, я поняла, что это работает. Но с другой стороны, эксперименты никогда не заканчиваются, даже ведь? Ну, в общем, скажите, что вы думаете, проверенный вариант или продолжать эксперименты? Под прошлым видео были пожелания рассказать про свой творческий путь, и я запланировала такой ролик. Но мой творческий путь разворачивается прямо у вас на глазах. На примере этого малыша видно, как я прокачала свой скетчбук до 80-го левела. Я начала с каких-то простых скетчей, оставляла много пустот, не было какого-то большого разнообразия. А теперь это целая книжечка историй и воспоминаний. Видимо, курс по книжке-картинке отложился в моей голове, и мне нравится подходить к скетчбуку как к книге с какими-то маленькими уникальными вещицами, там, вклеенными или вырезанными, вышитыми. Это очень здорово. Лето уже подходит к концу, поездок в ближайшее время не будет, я рада быть дома, творить, работать, отдыхать, снимать видосы. Дома очень хорошо. И важная новость, я создала телеграм-канал. Немного переживаю, получится ли у меня вести его как-то живенько, регулярно, чтобы всем было интересно. Но просто этот видос мне хочется закончить словами: а покажите, какой скетчбук у вас. Но как вы мне его покажете? Никак. А вот в Телеграме я могу создать такой топик, и вы сможете похвастаться, поделиться идеями, покидать фотографии своих скетчбуков, поделиться ссылками. Мне именно хочется создать какое-то пространство для общения с вами, и чтобы вы общались между собой, находили каких-то единомышленников. Я за последний год поняла, что комьюнити — это супер важно, это супер нужно. К тому же. И несмотря на то, что я всегда напоминаю, что комментарии — это большая помощь этому каналу и такой эквивалент спасибо, я все равно понимаю, что есть люди, которым некомфортно писать комментарии, им бы было, возможно, менее стрессово писать в какой-то общей вот группе. Как минимум, там можно обмениваться не только словами, как здесь в комментариях, но вот и фотографиями, ссылочками и прочими классными штуками. Ссылочка в описании, заглядывайте. Там, наверное, в ближайшее время буду делиться в основном только тем, как я печатаю и нарезаю стикеры, открытки и прочую продукцию для ярмарки. У меня есть стикеры. Вот. Это на случай, если я все-таки не создала шортс на эту тему. Ну или вы его не видели. В общем, вот. Наверное, на сегодня все. Новости все. Подписывайтесь, ставьте лайки по классике, оставляйте комментарии, если вам не сложно. Увидимся в следующих роликах. Пока!